Всем привет! В этом ролике вяжем такую интересную простую шапку. Вяжем на взрослого, обхват головы 54 сантиметра. У шапки интересная модная макушка. Вяжется шапка элементарно, сидит на голове красиво и удобно. Вязать будем из пряжи Газал Викинг. На шапку нам понадобится один моток. На 100 грамм здесь 100 метров. В составе акрил и шерсть. В палитре пряжи очень много разных оттенков. Мой цвет 4004. Такой натуральный, серо-бежевый. Для работы производитель рекомендует спицы 8. Шапку мы будем вязать на спицах номер 7. Длина лески у меня здесь 50 сантиметров. Можно взять и длину лески 40 сантиметров. Пряжа мягкая, приятная, не колючая. Нить классической скрутки. Присутствует короткий ворс, толстая пряжа для теплых изделий. Отлично подходит для вязания шапок и аксессуаров, а также и для плечевых изделий. Оставляем длинный конец нити. Обычным способом на спице номер 7 набираю 54 петли на обхват головы 54 сантиметра. Набрали нужное количество петель, плюс одну петлю набираем для замыкания вязания в круг. Соединяем вязание в круг, снимаем петлю с левой спицы, накидываем на нее петлю с правой спицы, затягиваем нашу соединительную петлю, возвращаем ее на левую спицу. Повесим маркер начала ряда. Далее нам все петли сразу же надо разделить пополам. 54 делим на 2 по 27 петель. Отметим эту точку маркером, отличным от маркера начала ряда. Здесь у меня половина петель, и мы сразу же приступаем к вязанию основным узором. Только первую петлю только один раз провязываем лицевой за заднюю стенку, потому что она у нас лежит по-другому. Далее петли лицевые будем провязывать за переднюю стенку. Все петли до маркера вяжем лицевыми. То есть половину петель провязываем лицевыми. Дошли до маркера. Половину петель провязываем изнаночными. Все петли вяжу за переднюю стенку. Довязали ряд. И вновь половину петель провязываем лицевыми. Здесь уже все петли мы тоже провязываем за переднюю стенку. Вяжем до маркера. Половину петель после маркера вяжем изнаночными. Изнаночные легли по-другому. Их мы теперь провязываем за заднюю стенку. И далее будем также вязать. Над лицевыми петлями провязываем лицевые, над изнаночными провязываем изнаночные. И таким образом нам надо провязать высоту шапки около 25 сантиметров с учетом отворота. Я провязала 45 рядов, вышло у меня 25 сантиметров. Так выглядит сейчас наша шапка. Половина петель лицевые, половина петель изнаночные. После ВТО здесь все расправится и выпрямится. Сейчас мы приступаем к убавлению петель для формирования макушки. Я довязываю одну петлю, которая у меня держит маркер начала ряда. И мы начинаем делать убавки. На лицевых петлях делаем убавление в начале и в конце, и на изнаночных в начале и в конце. 2 петли провязываем вместе с наклоном вправо, 2 петли за передние стенки провязываем лицевой. Далее вяжем петли лицевыми, пока не останется 2 лицевые петли перед изнаночными. Эти 2 петли нам надо будет провязать лицевой с наклоном влево. Для этого мы 2 петли разворачиваем, возвращаем и провязываем лицевой за задние стенки. На изнаночных петлях тут же делаем убавление, разворачиваем 2 петли, провязываем изнаночной за передние стенки. Далее провязываем изнаночную часть шапки, изнаночные петли, также не довязывая 2 петли. Эти 2 петли мы провязываем изнаночной за задние стенки. Перешли на лицевую часть шапки, сразу же делаем убавление. 2 вместе провязываем лицевой за передние стенки, сформировали петлю с наклоном вправо. Провязываем лицевые. 2 последние петли разворачиваем, провязываем лицевой за задние стенки. Перешли на изнаночные петли.
2 петли разворачиваем, провязываем изнаночные за передние стенки. Далее провязываем изнаночные. 2 последние петли провязываем изнаночные за задние стенки. То есть мы делаем убавление в начале и в конце каждой части, в каждом ряду. Таким образом, нам надо провязать 9 рядов с убавлениями. На спицах останется 18 петель, по 9 петель на каждой из сторон шапки. Так выглядит наша макушка. Теперь нам надо аккуратно вывернуть шапку наизнанку. С изнаночной стороны будем сшивать петли при помощи крючка или методом 3 спиц. По 9 петель на каждой из спиц. Я беру дополнительную спицу. Переносим петлю с первой спицы на вторую. Провязываем 2 петли вместе нашей рабочей нитью. Снова переносим первую петлю на вторую, но вторую петлю предварительно разворачиваем и теперь уже провязываем 3 петли вместе. Наши 2 петли плюс петля, которая оставалась на спице. Снимаю петлю с первой спицы, петлю на второй спице разворачиваю, провязываем 3 петли вместе лицевой. Переснимаю первую петлю, вторую петлю разворачиваю, провязываем 3 петли вместе. Таким образом сшиваем все петли. Провязываем последние 3 петли. Вытягиваем петлю подлиннее и нить здесь отрезаем. Вот столько пряжи у меня осталось от одного мотка, то есть прям впритык. Здесь закрепляем нить и прячем хвостик. Вставляем в иглу. Я делаю небольшой узелок. И прячу его, уводя нить по задним стенкам петель по диагонали в одну сторону и в противоположную. Расправляем шапку, чтобы нигде петли не стянулись, и нить отрезаем. Выворачиваем шапку, так выглядит макушка. После ВТО здесь все еще расправится и выпрямится. После стирки хорошенько разровняйте вот этот закручивающийся край с одной стороны и с другой. Конец наборной нити прячем вовнутрь отворота, также пропуская по задним стенкам петель. И вот наша шапка до ВТО. Стираю я в машинке на режиме ручной стирки. Сушу на горизонтальной поверхности, хорошо расправив шапку по форме. Вот наша шапка после ВТО. Я украсила ее биркой. Нить красиво раскрылась. Шапка приняла нужную форму. Край шапки уже не так закручивается, но слегка, и это ее украшает. И здесь у меня шапка еще не отпарена. Спасибо вам за внимание. Не забудьте подписаться на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.